И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы потерпели крушение, и нас выбросило на мель на одном из островов. Вот, и сейчас мы занимаемся восстановлением корабля. Так, как помните, на корабле, по-моему, мы все обыскали. Значит, спускаемся. Да. Кстати, а почему этот труп активный? Так, это... Неужели это еще один из багов игры? Нет, этот труп не активный, отлично. Ну что ж, давайте посмотрим, куда мы еще можем сходить. Вот здесь кто-то стоял, как помните, да? Но сначала давайте исследуем все в округе. Молодой вепрь. Враг обнаружен. Ну, молодой вепрь это не страшно. Обучение. Все персонажи, защищающиеся это так с помощью защищаются это так с помощью 4 показателей. Ну, в принципе, это все мы знаем. Кстати, вот здесь написана механика, да, от 1 до 100 бросок. Почему-то именно с вепрем. Скриншоты. Так. Так, а что Насадер, кстати, умеет? О, он сбивание с ног умеет. Отлично. Хранитель, сюда. Читупек, это тот, которого я спас. Рад видеть вас в добром здравии, хранитель. Кажется, вепры рассчитывали на легкую добычу. Читупек приветствует вас с полным облегчением и кивком и проверяет пистолет на своем бедре. Боцман Биадул, вон в той пещере. Побежал туда за вепрем. Упрямый старый гном. Что случилось? После крушения, вы хотите сказать? Я очнулся рядом. Оказался Биадул, который ругался так, что я думал, сейчас Ондра нашлет на нас еще одну бурю. Мы начали искать припасы. Я пошел вон туда, надеясь собрать немного кровавого мха. Подумал, что он может нам пригодиться. Думаю, вепри подумали о том же. Так что ты здесь делаешь? Мне удалось успокоить одного из вепрей заклинанием, на время, по крайней мере. Но пока я выбирался, Биадул куда-то делся. Я остался ждать его здесь, надеялся, что он скоро вернется. Но он так и не вернулся. Я поищу Биадула. Я разведу костер, и надо бы почистить пистолет, если это возможно, конечно. Берегите себя, капитан. Так, вот, собственно, это морская пещера. Ну ладно, сейчас мы туда, конечно, зайдем, но сначала побегаем по всем остальным местам. Так, еще один дух. Никогда не думал, что смерть может быть настолько скучной. Получается, здесь больше некуда пойти. Сюда мы, может быть, как-то и попадем, но не с этой стороны. Ладно. Хотя странно вообще, нас еще много очень членов команды, которых нужно найти. Смотрите, как тени прорисованы. Нажмите так или клавишу Alt, чтобы выбранные персонажи вошли в режим скрытности и вышли из него. Вижу, мы здесь уже не первые.
Оспинник. Медицинские припасы. Факел. И галеты. Да, здесь, судя по всему, ребят, будет очень много времени уделено менеджменту команды корабля, боевому духу, да, вот этой всей штуке. Так, смотрите-ка, пещерный паук. Он один здесь? Когда персонаж в режиме скрытности входит в зону слышимости или видимости наблюдателя, ну, понятно. Перемещаясь в режиме скрытности, можно отвлекать наблюдателей с помощью различных предметов, например, шумит. Справились. Так, смотрите, скелет. У каждого персонажа есть собственная панель способностей. Так, ну это мы знаем, в принципе. Если область действия отображается в виде двух кругов, один из которых больше другого, то зона между ними абсолютно безопасна для дружественных персонажей. О, это что-то новое. Большинство способностей берут силу из уникальных для каждого класса ресурсов. Так, получается, здесь есть мана у каждого как бы персонажа. В отличие от варваров и бойцов, друиды, жрецы и волшебники не ограничены запасом определенного ресурса, однако могут применять в каждом бою только строго определенное количество заклинаний каждого доступного уровня. Ну, так как колдуны. Так, певчие, сайферы и монахи накапливают ресурс, в принципе, тоже понятно. Так, давайте посмотрим, что там мы подобрали. Сабля одинаковая. Щит средний, тарч. Защита вроде бы не меняется. Так, смотрите-ка, тут два скелета уже. Пускай спускаются. Придут они к нам, нет? Отлично. Так, пистолет есть. Еще один средний щит. Кость носителя. Отмычка. Золотой соли. И какая-то записка. Размокшая записка. Все еще никаких следов Бенвета. Сколько нам еще ждать? От сырости уже половина добычи испортилась. И разберись с этим дурацким конструктором. Он постоянно ошивается у того кристалла и, могу поклясться, строит мне глазки.
Так, навык механики слишком низок. А мы можем, интересно, как-то отмычками взломать? Нет, судя по всему. Возможно, найдем кого-то, кто нам поможет с этим. Здесь все. Получается, вот один проход и вот второй. Читаем, что здесь у нас. А почему-то не получается почитать. Грок. Боевой дух экипажа +1. Заржавелый медный конструкт. Вот этот, наверное, чувак посуровее будет, чем предыдущие. Ну ладно. Так, пришло время, ребята, вспомнить кнопочку быстрого сохранения. Угу. Кнопочки быстрого сохранения нет. Значит, будет кнопочка F5. А, нет, есть быстрое сохранение F5. Странно. Вот оно, быстрое сохранение. Все правильно. Ну что ж, поехали. Один из ваших персонажей вступил в ближний бой. Если вступивший в бой персонаж отойдет от того, с кем он сражается, то станет жертвой атаки при выходе из боя. Чтобы безопасно выйти из боя, противника необходимо упредить. Так, боец может применить способность нокдаун. Некоторые способности, такие как бегство, авантюриста. Ну, кстати, прикольно. То есть нокдаун здесь, в принципе, это логично, конечно, но... А, все, вот мои способности закончились, как видите. В описании каких способностей указано, что они могут упредить противника. При упреждении персонаж теряет начатое действие, а также все используемые ресурсы, в том числе предметы быстрого доступа. Упреждение можно заблокировать с помощью концентрации. При этом концентрация теряется, но упреждение не срабатывает. Отлично. А вообще говоря, что делает в пещере металлическая машина для убийства? Медитирует? Да уж. Перит. Яркий внешний вид Перита дал ему прозвище «Золото дураков». А, да, я помню Перит. Кремень и труд. Костер этим разжигать. Медицинские припасы. Арак. Какой-то алкоголь, видимо. Стену с забитыми бутылками и гниющей древесиной украшают десятки заплесневелых, ничего не стоящих картин. Да уж, внешний вид достоин аромата. Представляю, как тяжело такое отмывать. Кольцо малой защиты. Стойкость +5, реакция +5, воля +5. Отлично. Так, давайте сразу его наденем. Главному персонажу. Свиток веера огня. Требуется тайное знание 1. А у нас, по-моему, кстати, есть тайные знания. Все, здесь больше получается... О, смотрите, Адра.
Биадул. Чёртовы пираты! Да скормит Ондра ваши срамные души рыбам. Биадул все еще жив и по-прежнему зовет срамом все подряд. Итак, боссман у нас есть. Осталось раздобыть корабль. Эдер, я тут труп видел, даже он бодрее выглядит. Рад видеть вас двоих, но смотрите под ноги, я уже напоролся. Я пытаюсь выбраться отсюда, не потеряв ногу и не получив ядовитый плевок в лицо. Так. Смотрите, то есть здесь, короче, куча разных вариантов, но мы все не можем его использовать. Так, обнаружена ловушка. В путешествиях вам могут попадаться ловушки и прочие спрятанные предметы. В ловушку может попасться любой персонаж, в том числе и враждебный. Срабатывая, ловушка травмирует любого задетого персонажа. Да уж. Не получилось, что ли? Не удалось обезвредить ловушку. Короче, ребята, у нас с ловушками плохо все получается. И вон какой-то сундук, как видите, за ней. Так, ну, что мы сделаем в такой ситуации? Конечно же, сделаем вот так. Теряя сознание в бою, а также вызывая срабатывание ловушки, персонажи получают травмы. Травмы можно вылечить только использовав еду или питье в ходе привала, или заночевав в трактире. Чтобы устроить привал, нажмите кнопку костра внизу или клавишу Arrow. Угу. Ловушка и на самом этом тоже. Вы не можете обезвредить ловушку, привести ее в действие? Пока нет. Так, ну давайте тогда возьмем Эдера, оттащим. Главного персонажа не будем оттаскивать. Нагрудник, средний доспех, Та Ондра Тара. Название этого камня в переводе означает зуб Ондры. Это большие неправильные формы, каплеобразные. Жемчужины, которые чаще всего находят и продают Аумову. Так. Вывик голеностопа. Так что нам придется по всем этим, что ли, пройтись? Критическое ранение. Один из ваших спутников получил уже целых 3 травмы. Получив 4-ю, он погибнет. Чтобы излечить травму, отдохните в трактире или используйте еду и питье во время привала. Так. Вот это вот 3 травмы, я так понимаю. Слава богам, господин. Не хотелось бы умереть в ловушке, поставленной каким-то мертвым пиратом. В этой пещере водятся только летучие мыши и трупы. Или вы еще что-то видели? Он осторожно наступает на поврежденную ногу, его лицо искажается от боли. Мы развели на берегу большой костер. Тогда я пойду в ту сторону. Увидимся на берегу, капитан. Так, давайте попробуем отдохнуть. Скушать пару галет. Забавно.
Но при этом все равно, как видите, наши руки... О, а с бочки, небось, инструменты для обезвреживания. Нет. Знаете, а почему они все-таки пригнувшись ходят, да? Интересно. Так, здесь получается тоже этот же проход. Есть остался еще один проход, который мы не исследовали. Арбалет, кожаный доспех, принчипи и шляпа. Отлично. Боевой молот. Средний щит. Я не знаю, зачем я это все собираю сейчас. Между кораллами светятся крохотные силуэты. Так, ну давайте исследуем последнюю неисследованную область здесь. Побеждая различных существ, вы будете постепенно заполнять соответствующие страницы в бестиарии. Заполнение бестиария дает очки опыта. Кожистое крыло, аквамарин и клык. А это куда? Подводный проход. Вода мерцает странным голубым светом, отражающимся от свода пещеры. Вам с трудом удается различить проем в северо-западной стене, куда втекает поток. Туннель вскоре резко поворачивает, не позволяя рассмотреть, куда он ведет. Отправить кого-нибудь на поиски воздушных карманов, плыть насквозь. Уйти. Давайте пока уйдем. Сохранимся. Справляем. Так, здесь у нас атлетика 2, да? И здесь атлетика 2, значит не важно. Набрав полную грудь воздуха, вы погружаетесь в воду. Она хоть и холодная, но терпеть можно, и вы устремляетесь вглубь туннеля. Быстро загребая руками, вы устремляетесь в туннель и вскоре обнаруживаете пару воздушных карманов, до которых легко доплыть из начальной точки. Теперь вы уверены, что без труда преодолеете этот туннель. Плыть насквозь. Воздушные карманы дают бесценную возможность перевести дыхание в этом затопленном туннеле. Вы преодолеваете его без особых проблем. Вы оказываетесь в еще одной, не такой большой пещере, озаряемой лунным светом, льющим через трещину в камне. Привал Веларио. Подождите, то есть мы, получается... мы просто оказались в маленькой пещерке, в которой ничего нет. Можно только выйти наружу, наверное, в другом месте. Все. Ну ладно. Ага, не все так просто. Пиратка-утопленница. Просила же не брать с собой эту штуку. Она мне сразу не понравилась. Но нет. Как я смею осуждать его драгоценный анимантический механизм? Призрачная фигура измеряет небольшой участок быстрыми, четкими шагами, что-то бормоча себе под нос. Ее длинный плащ развивается на ветру границы. Особый подарок от знакомого, говорит. А теперь она что-то странное творит. У меня аж мурашки по коже. Тоже это чувствуешь? Будто она сквозь тебя смотрит. Она поворачивается к вам, пронзая вас взглядом фиолетовых глаз. Потом качает головой и продолжает бродить туда-сюда.
Пришла сюда отдохнуть. Не могу больше терпеть, как она на меня пырится. А потом... Ох, ничего не помню. Туман в голове. Но неважно. Ты из команды Бенвета? Не слышал, не видела тебя раньше, но он в последнее время столько новичков нанимает, не уследить. Так. Эту ехидную сволочь, что только мечтает, что я в моем корабле? Ха, нет. Жалко, но ты вроде в одиночку неплохо справляешься. Нам у Бенни никогда не скучно. Никогда на корабле так не веселилась, не считая вечного похмелья. У тебя никогда не было похмелья в море? Ох, не советую я тебе. Слушай, может будем держаться вместе? Как-то это напрашивается, а то кроме нас тут никого. Могу подсобить с тем, что может сделать дух. Оставайся со мной, я найду способ вернуть тебя в колесо. Поверь, я пойду куда угодно, лишь бы не видеть эту бесконечную серость. Хоть в морозную задницу Рим Рганда. Дух пытается дружелюбно похлопать вас по плечу, но призрачная рука проходит насквозь. Дух невозмутимо улыбается и пристраивается сзади вас. От пропитавшихся влагой ящиков тянет солоноватой вонью, их содержимое сгнило. Пистолет, зелье малого исцеления, оглушающая бомба и деньги. Интересно, зачем вообще нам духи? Вот это пока нам еще не объяснили. Ремесло. Зелье самонастройки. Мы, кстати, исследовали, смотрите. Повышая защиту от различных воздействий. Давайте зададим ради интереса. Зелье малого исцеления. А здесь можно как-то отправить на хранение в ящик? Похоже, что нет. Интересно, что за личные предметы? Так, получается все. Отправляемся назад, возвращаемся. Интересно, возле какого кристалла все-таки ходит голем? Может быть, мы что-то пропустили? Помните, там было в записке, что голем ходит вокруг кристалла? Может быть, кстати, в журнале есть какая-то информация? Нет, нету. Кристалл. Кристалла никакого здесь не видно. А, вот кристалл адровый, наверное, имеется в виду он. Ладно. Так, а что у нас там по лечащим рукам? Найдите свой экипаж. Какую-то часть мы его нашли. Остался только один путь, судя по всему. Давайте к костру в лагере подойдем. По воде даже необычно ходит. Вот это да. Нам понадобится помощь, чтобы спустить непокорного на воду. Ты что-нибудь знаешь про это место? Буря могла отнести нас далеко. Понятия не имею, где мы сейчас. И что нам теперь делать? Самим нам вряд ли удастся сдвинуть корабль. Но мы ведь недалеко от цивилизации. Поблизости должен быть какой-нибудь город. Полагаю, нам повезло, что мы нашли сушу. Биадул сказал, что ты его здорово выручил. Диверус? А он плакал. А он плакал, я никому не скажу. Да ну тебя, ты вообще под бочкой валялась.
Вода, боевой дух экипажа -1. Кстати, вот смотрите, мы наконец-то выровнялись. Возможно, это все-таки был какой-то баг. Старый Энгрим. Это ты, Литорн? Старик Энгрим, похоже, неплохо себя чувствует, хотя его натертая воском куртка насквозь промокла. Он смотрит на вас оценивающим взглядом с сонной усмешкой на лице. Ты вовремя проснулся. Мы тут то от безродных бандитов отбиваемся, то оказываемся прямо в ледяных глубинах лона Ондры. Глаз Энгрима дергается, и он одаряет вас улыбкой, демонстрируя почти полное отсутствие зубов. Да, Магран учит нас, бедолаг, что в жизни должно быть немного волнений. Последний служитель Магран, который со мной путешествовал, почти сошел с ума из-за испытаний богини. Да, но почти не считается. Ах, старина Стоик. Богиня не выкует другого такого до скончания наших дней, капитан. Без ремонта корабль на воду не пустишь. Кажись, вон та дорога, лучший шанс его добиться. Но сначала попинай-ка трупаки вокруг. Глядишь, кто живой остался. Нам для плавания команда нужна. Увидимся у костра, капитан. Пламя Магран греет мою душу, но этим старым костям все-таки нужно настоящее тепло. Остальные ждут. Хорошо, отлично. Вчетвером прочешем побережье. Готов побиться об заклад. Та дорога ведет в какое-нибудь полезное местечко. Дороги — это люди. Люди — это товары. Стоит попытаться. Хорошо. Архипелаг Мертвого огня. Я нашел след, уходящий от берега. Где-то поблизости должно быть поселение. Если вы щелкнете по какой-нибудь точке на карте мира, ваш отряд отправится в эту зону. Чтобы включить или выключить автоматическое слежение камеры за отрядом, щелкните по параметру свет камера КЛО в правом нижнем углу. Так, это мы здесь. Значит, сюда, я так понимаю. А, то есть мы именно ходим. Интересно сделано. Мы ходим и можем увидеть что-то. Развилка Илонет. В отдалении вы замечаете одинокую повозку. Судя по тому, что одна ее сторона выше другой, она повреждена. Даже с такого расстояния вы видите стоящих вокруг путников. Подкрасться поближе и посмотреть. Приблизившись к повозке, вы замечаете группу серавских паломников в грубых домотканных одеждах. Рядом нетерпеливо переминаются с ноги на ногу лошадь в упряжи. Двое паломников спорят о чем-то над правым передним колесом повозки, увязшего в грязи. Подойти не скрываясь. Одна из паломниц замечает вас. Она делает шаг назад, чем привлекает внимание своих спутников. Мужчина в поношенном комбизоне выходит вперед. «Тебя тоже привели сюда сны?» Другие паломники смотрят на вас со смесью тревоги и надежды. Сны? Мы фермеры из Рессераса, приехали сюда, чтобы работать на полях. Мы все верим в свет Эотаса. Другие паломники энергично кивают. Женщина с улыбающимся младенцем поднимает ручонку малыша и машет вам. Нам снятся сны. По небу плывут 3 звезды, пронзающие черноту туч. Мы решили, что это Эотас зовет нас, поэтому мы приехали сюда, в место из наших снов. Паломники оглядываются, будто сравнивая свои сны с окружающей их явью. Мы видели великана с 3 звездами на лбу, но...
Он вздыхает и указывает на застрявшую повозку. К несчастью, мы не можем отправиться за ним. Колесо увязло. У нас не хватает сил, чтобы поднять угол и сунуть что-нибудь под колесо. Мы много раз пробовали. Другие паломники кивают и подтягиваются, внезапно вспомнив о ноющих мышцах. Осмотреть повозку. Дайте взглянуть. Быстро осмотрев повозку, вы понимаете, что она цела, но колесо увязло в грязи. «У нас есть доски», — говорит старик, указывая на заднюю часть повозки. «Если поднять колесо, можно будет подложить их под него». В повозке вы видите несколько досок и небольшой ящичек с ценностями. Один из молодых утренних звезд смотрит на вас широко распахнутыми глазами. «Можешь поднять его?» Попытаться поднять угол повозки. Так. Вы подходите к повозке, приседаете и, кряхтя, поднимаете колесо из грязи. Юный пилигрим на мгновение застывает от удивления, но потом бросается к вам и подсовывает под колесо доску. Еще полчаса, и повозку удается вытащить. Вы и утренние звезды, помогавшие вам, мокрые от пота, но они радостно смеются и поют гимны во славу Эотаса. Результаты 2 часа прошло. Их лидер улыбается и вкладывает в вашу руку небольшой мешочек с монетами. Спасибо за помощь. Без тебя мы могли застрять здесь надолго. Вы уходите, они тоже собираются продолжить путь. Серебряный фенинг, 15 штук. Старик кричит вам вслед. «Береги себя и свою душу, путник. Не знаю, пришел ли ты за Атасом или нет, но мы знаем, что он пришел за нами». Не можем взять, это только с корабля. Если вечер наступил. Порт-Маже. Захоронение. Племена Уана обычно сжигают тела своих погибших на кострах или предают их морю. Но такие курганы означают, что неподалеку похоронен уважаемый и богатый Раанга. Так, нет, я пока не буду ни в какие захоронения лезть. Какая-то рощица. Свежие фрукты. Лес упора Уаора. И 2 черепа. Туда нам еще рано. Ну, я думаю, что в целом туда нам еще рано. Глобально. Так что идем в город. Состояние корпуса, состояние парусов, раненая команда, боевой дух, снабжение едой, питье, лекарства, боеприпас нету, починка. Угу. Базовая область действия большинства заклинаний может быть увеличена силой интеллекта и магическими предметами. Это увеличение оказывается вторым прицельным кругом большого диаметра. Персонажи в расширенной области могут не бояться враждебных атак союзников. Можно будет увеличить. Порт-Маже. Глубокая весна. Фон Прима. 2823 год. Любопытно, чего это такая толпа собралась. А если гигант пойдет сюда? Пожалуйста, сохраняйте спокойствие.
Судя по всему, человек в центре всеобщего внимания пытается разобраться с валом вопросов, поступающих от обступивших платформу горожан и суровой женщины Аумауо, стоящей возле него. Губернатор Кларио. Господа, прошу вас, успокойтесь. Уверяю, я сделаю все, чтобы найти ответы на ваши вопросы. Наши друзья среди Уана, говорящая с бурей Кава, гостеприимно предложили вам укрытие от бурь. Женщина Аумоо складывает руки на груди. Да, мы, разумеется, отлично осведомлены о нашем долге и благодарности по отношению... Я лично занимаюсь вопросом поиска жилья для вас, а вы позаботьтесь о наших семьях. А как насчет наших семей, говорит простолюдин. Моряк, а как же корабли? Как нам прокормиться? Вы не могли бы... Когда Кларио оглядывает толпу, его взгляд наталкивается на вас, где и остается. Еще несколько голов поворачиваются, любопытствуя, что привлекло внимание губернатора. «Это пират!» Услышав этот вскрик, к вам поворачивается вся толпа, мгновенно затихая в ожидании того, что произойдет. Я не пират. Спокойно. Думаю, вполне очевидно, что наш гость отнюдь не из этой шайки. Два моих стражника сообщили, что пиратское судно атаковало корабль под флагом Дирвуда. Ваш корабль, как я понимаю. Толпа немного затихает, хотя на вас все еще смотрит немало глаз. Тогда ему повезло. Вашим кораблям обычно приходится куда хуже. Женщина смотрит на вас с едва заметным любопытством. «Пожалуй», — говорит губернатор. Мне просто нужен ремонт, и я уплыву отсюда. Пер Компланкта. Прошу меня простить, господа. Этот вопрос требует моего внимания. Даю вам слово, что буду держать вас в курсе всех новостей. Особенно вас, Местра Икава. Не льстите мне валианскими титулами. Вас отвлек приезд новичка, и вы хотите от меня избавиться. Но я буду неподалеку, губернатор Кларио. Джеларде. Что до вас, друг мой, поговорим в моем поместье. Обсудим ваше затруднительное положение. Так. Обучение. Ваш персонаж получил достаточно опыта, чтобы повысить уровень. Нажмите на плюсик. Понятно. Нажмите клавишу «Так», чтобы открыть окно информации о персонаже. Выберите вкладку «Репутация», чтобы оценить репутацию персонажа среди различных групп и обществ. Положительная репутация у той или иной стороны фракции отображается синим, а отрицательная красным. Давайте посмотрим. Репутация, характер хранителя с другими персонажами можно увидеть на колесе репутации. На колесе репутации спутника можно увидеть его отношения с другими членами отряда, а также имеющиеся у него предубеждения. Дислокация, агрессия. Не нравятся щитоносцы Святой Эльги. Великодушие. Ум, жестокость. Почему я вот жестокий и агрессивный? Или это не я? Дипломатичность. Нравится щитоносцы. Ничего не понимаю пока в этой системе. Ладно, будем смотреть. Так, давайте пока поднимать уровень. Активные навыки. Ну что ж, атлетику прокачаем. Пассивные навыки. Я думаю, что дипломатию. А что выживание дает в разговорах и взаимодействиях, которые затрагивают испытания в дикой местности и особые сведения о природе. Так, паладин. Выбираем способность. Я так понимаю, что... На втором уровне с одним классом первый уровень мощи становится доступным на первом уровне. Так, мы не можем выбрать, да? То есть мы можем вот только вот это. Хороший бегун, что дает увеличение его резвости и бонус защиты против атак при выходе из боя. Возмездие. Получая урон, вы приобретаете накапливающийся бонус к урону, который нанесет ваша следующая атака оружием.
Глубокая вера. Защита паладина прямо зависит от того, насколько он верен правилам своего ордена. Бонус или штраф применяется к защите на основе того, насколько репутация паладина соответствует поведению, предпочитаемому его ордену. Блин, вот это круто. Вот прям вот. Да, да. Да, ребята, вот это то, что не хватает всем играм. Так, ну и Эдеру. Вы можете усилить свои способности или себя. Один раз за бой вы можете использовать усиление активной способности, чтобы сделать ее мощнее. Либо вы можете использовать усиление на себе, чтобы восстановить часть ресурсов способности. Так, а где она делается? Нажимать нужно... Ага, в центр, получается, наших способностей. Хорошо. Чтобы усилить способность, щелкните на панели действий, выберите нужную способность. Так, или на портрет персонажа. Усиление можно использовать только один раз за бой. Количество применений между привалами также ограничено. Чтобы восстановить все очки усиления персонажа, отдохните в трактире или используйте еду или питье во время привала. Так, ну, а Эдер у нас пойдет... Ну, пассивно у него будет выживание. Активный... Ну, давай будет пиротехника, в принципе, неплохо. Так, здесь... Искусный шквал. Сбивание с ног. Монашеский бой без оружия. А он у нас монах? Нет, у нас боец. Позволяет использовать дополнительный набор оружия. Не обязательно. Так, а что это такое? Осведомленность. 50 легких попаданий становятся обычными. Концентрация. Ну, в принципе, неплохо, наверное. Давайте попробуем, по крайней мере. Так, а с кем-то мы можем поговорить? Моряк. Надеюсь, Кларио знает, что делает. Ну и бардак. Сейчас я уверен, что он нам предложит какое-нибудь задание в духе «Давай я помогу разобраться тебе, а ты поможешь мне». Рынок, Зоти, фактория, поместье губернатора, тюрьма. Ну, давайте начнем с самого начала. Ну да, здесь получается с самого начала не начать. Здесь вот какая-то Зоти есть. Тирусский капитан, надолго к нам? Внутренняя звезда. Кто это такие вообще? Примите свет, и да обретете искупление. Женщина кричит, подняв и широко раскинув руки. В каждой руке она сжимает золотую свечу. Пламя трепещет, когда она делает обращенный к собравшимся перед ней жест. Священнослужительница протягивает свечку, чтобы капающим воском нарисовать 3 звезды на лбу каждого из стоящих на коленях прихожан. Один из них дергается и валится назад, пытаясь смахнуть горячий воск с кожи. Сефу Тито, Мадичо, гореть я не согласен. Что здесь такое происходит? Дурью мы маемся, вот что, говорит Зоти. Искупаем грехи и все такое. Скрестив руки на груди, невысокая смуглая девушка наблюдает за ритуалом с раздраженным выражением лица, вздернув подбородок. Мы только что пропустили чуть ли не самую масштабную жатву в истории. Как же души, которые нам нужны? Делая шаг вперед, она тянется к фонарю любопытной формы, закрепленному у нее на бедре. Не дави на меня, заблудшее дитя. Неужели ты хочешь оставить без помощи живых, чтобы служить мертвым? Но это обвинение не смущает вторую утреннюю звезду, а скорее разжигает в ней упрямство. Расправив плечи, она ухмыляется. Сейчас я их всех разом подпалю. Гремит металл, жрица начинает размахивать своим жутко горящим фонарем, вырисовывая перед собой замысловатый узор. Она прикусывает губу, размахивая все быстрее и яростнее. Маленькие руки управляются с оружием с неожиданной силой, пока, наконец, не делает выпад в сторону собравшихся, забрызгивая всех воском.
Что это за души, о которых ты говоришь? О тех, чью смерть я вижу в своих снах. Тут она в первый раз поднимает на вас глаза, и ее голос слабеет. Я полагаю, ты не за очищением сюда прибыл. Что здесь произошло? Безумие, правда? Кто бы мог подумать, что через порт пронесется гигантская зеленая статуя? Она вспоминает случившееся, и зрачки ее расширяются. Теплый карий цвет глаз сменяется зловеще поблескивающей чернотой. Я могла. Я много месяцев подряд видела это во сне. Снова и снова, ночью и днем, пока наконец не убедила остальных явиться сюда. Мы рассказали все губернатору, но он не стал устраивать эвакуацию, ведь я не знала точно, когда может явиться наш бог. Никто не поверил, но откуда нам было знать? Женщина нервно потирает руки, потом вытирает дрожащие, испачканные воском пальцы о свою одежду. Тебе часто снятся вещи и сны? Скорее, кошмары. Ужасы, ставшие реальностью. Она потирает ладонью заднюю часть шеи. Начались они, когда я еще была малявкой и росла на ферме. Наверное, Гхаун уже тогда со мной говорил. Некоторые из наших собратьев страдают от подобных видений сильнее остальных, говорит Венглит. А некоторые, к счастью, не видят их вовсе. Это не проклятие. Это благословение, метка божественного, пожимает плечами Зоти. А если за ним? Да нет, вряд ли. Когда на тебя смотришь, создается такое впечатление, словно бы у тебя впереди великое предназначение. Она склоняет голову и улыбается чрезвычайно самоуверенным видом. Я ищу статую Задры, вот такой высоты, в которую вселился Эотас. Я так и знала. Правой рукой она сжимает рукоять серпа. Гхаун звал меня сюда, оставлял подсказки в моих снах. Мне нужно попасть вглубь острова. Если ты направишься туда, я помогу тебе, клянусь своей душой. Кто такой Гхаун? Гхаун — это ипостась Эотаса, связанная с идеей смерти и жатвы. Орудие его почитателей имеет символическое значение. Серп срезает то, что было посеяно в жизни, а фонарь указывает погибшим путь к смерти и возрождению. Считается, что к тем, кто покорно и радостно принимает смерть, приходит не одно из воплощений Бераса, а именно Гхаун. Самые яркие почитатели этого бога называют себя жнецами Гхауна. Гхаун разрешает несправедливости и восстанавливает равновесие, и эта его роль значительно способствовала любви жителей Дирвуда к самосуду. В целом, Гхаун вызывает у большинства противоречивые чувства. Его и почитают, и боятся. Этот бог несет мысль о конечности. Гхаун — это пятнышко тьмы среди света. Это та часть Эотаса, что говорит о достоинстве умирания и обратного пути к жизни. Для чего тебе нужно глубь острова? Здесь есть души, ждущие, чтобы кто-нибудь провел над ними последние обряды. Я должна пролить на них свет, иначе они пропадут. Хватит болтать ерунду, Зоти. Мы даже не знаем, умер ли кто-нибудь на самом деле. Тебе совершенно незачем туда идти и рисковать своей безопасностью и нашим заданием. Венглит, ты направляешь живых, а я направляю мертвых. Так велит Гхаун. И это я видела во сне. Не лезь. У каждого из нас свое предназначение. В чем заключается твое? Я хранитель. Значит, ты умеешь видеть души? Это полезное умение. Я знаю, что оно могло бы помочь моей жатве. И вот ты здесь, идешь по следам моего бога. Хранитель, ты возьмешь меня с собой? Мне нравится это предложение, и компания жрицы мне по душе. Такие предложения попадаются не чаще, чем зубы у несушки. Уж я-то знаю. Конечно, я принимаю его, радостно улыбается она. Ты об этом не пожалеешь. Она кидает застенчивый взгляд на Эдера. Привет. Эдер изображает что-то вроде кивка, даже не глядя в сторону Зоти, будто заметил что-то ужасно интересное на горизонте. Проявляя чуть больше энтузиазм, чем это уместно, жрица подходит к вам ближе. Ты хотя бы береги себя, девочка. Постарайся вернуться к нам в целости и сохранности. Если не ради меня, то хотя бы ради Сейвин. Жрица постарше вздыхает и качает головой. А ты ничего ей не говори. То, чего не знает Верховная Жрица, не сможет ее расстроить. Ухмыляясь, Зоти машет своей названной сестре на прощание.
Выберите класс или мультикласс спутником. Но она будет жрицей все-таки. Короче, походу она на Эдера запала. Интересно, да. Вот уже начинает что-то развиваться. Так, ребят, ну я думаю, что на этом как раз мы серию с вами закончим. В принципе, у нас есть новая спутница. Кстати, уровень ей поднять нельзя, а интересно, какого она уровня. Она второго уровня сразу, как и все остальные персонажи. Хорошо. Ну что ж. Довольно интересная сегодня такая серия. Вот у нас было несколько даже сражений. Вот, в принципе, начало игры очень многообещающее. Посмотрим, что будет дальше. И это будет уже очень скоро, потому что я постараюсь записать следующую серию буквально сразу же после этой. Ну а на сегодня это все. С вами был Литорн. Спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, пишите комментарии, отзывы. Возможно, у вас уже тоже появились какие-то впечатления об игре. Вы ее проходите, либо же смотрите. Расскажите, будет интересно услышать. Только, пожалуйста, без спойлеров, так как прохождение слепое. С вами был Литорн. До следующей встречи.